Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши прекрасные, замечательные комментарии, за лайки, за подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты притягиваешь мужчин? Что у вас такого привлекательного есть? Чем вы цепляете и притягиваете мужчин? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если вдруг во время сигнификации, понимаете, очень похоже на вашу подругу Наташу, есть смысл отправить ей это видео. Пусть она также узнает, чем же таким она привлекает мужчин. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Так, первая карта — звезда. Как всегда повторяю, в первую очередь я делаю акцент на интеллекте. Интеллект выше среднего. Обладает девочка талантами. У кого-то они раскрыты, развивают таланты, у кого-то они еще дремлют. Почему я так говорю? Потому что тут карта еще женщина, молодая женщина, которая ждет ребеночка, беременность. Ну, понятно, что для кого-то это желанная, это беременность в прямом смысле, да, ожидание. Но тут как-то карта, следующая карта, это красивая женщина, но такая замученная, уставшая. У кого-то проблемы с планированием беременности. Давайте так, я как-то скажу-то так. Желанием иметь деток, может быть, не все складывается, да, как хотелось бы. То есть планировать планируете, но не получается забеременеть. Вот тут мне эти карты говорят еще об этом. У кого-то это. У кого-то, девочки, кого-то это касается вашего развития и раскрытия вашего потенциала, ваших талантов, способностей. Тут как будто бы вроде бы и делаете шажочки какие-то, да, есть мечта у вас, вы идете за своей мечтой. Но шажочки вы делаете, как будто бы это, ну, можно так считать, беременность, да, то есть процесс запущен, он идет. Но вот эта карта говорит о том, что пока результата тут, того, который вы там ждете, на тот результат, на который вы надеетесь, его нет, к сожалению, его нет. У кого-то тут влияние третьих лиц, у кого-то разного рода, как вам сказать, причины, да. В любом случае, вот эти последние карты говорят о том, что если вы дальше будете совершать шаги к достижению поставленной цели, может быть, чуть-чуть по-другому вы их будете применять, может быть, цель, то мечта остается та же самая, только методы, способы достижения этой поставленной цели изменятся чуть-чуть, то говорят, что вы достигнете желаемого. Вот тут карта принцесса и эволюция, то есть может быть даже быстрее, чем вы думали. Просто нужно как-то изменить вот способ достижения. Я не говорю экологично, токсично, я не об этом речь, по-другому как-то. Может быть, через других людей, влияя на других людей, может быть, используя в хорошем смысле, да, используя, налаживая связи с другими людьми, выстраивая новые коммуникации, опять-таки задействуя новых каких-то людей, используя не в том плане, что мы их токсично используем в прямом смысле, а в том плане, что мы находим нужные методы воздействия. И опять-таки, может, вы им чем-то будете выгодны. Ну, это как будет бартер, да, или в принципе на данном этапе они вам выгодны, но в будущем, ну, то есть пока вы им выгодны, потом они вам могут быть выгодны. Ну, взаимодействие. Назовем это так. Я тут опять-таки делаю акцент для того, чтобы потом не звучало в комментариях, что я там предлагаю кого-то эксплуатировать или там манипулировать или использовать. Так, объяснила свою точку зрения. Так, девочки, тут еще по звезде привлекательная девушка. Выделяетесь из толпы. Опять-таки, может быть, сразу при знакомстве с вами некоторые считывают вас такой какой-то надменный, холодный, типа корона на голове, да, знает себе цену. Для кого-то это из вас это просто уже как защитная маска,
для того, чтобы не подпускать к себе слишком близко, для того, чтобы потом не разочароваться в людях, и чтобы люди вам не принесли боль, не нанесли эту боль. Так, у кого-то тут история, ну, хотелось бы мне этого избежать, этого выражения, но тут по-другому я не могу прочитать. У кого-то были отношения или попытки построить отношения с мужчиной, у которого еще одна женщина была. То есть какие-то тут треугольники. Может, с вашей стороны вы не свободны. Тут любовный какой-то треугольник присутствовал. То ли мужчина не до конца доразведен, то ли непонятный статус у вас, у него. И эти попытки, тут мне показана усталость уже, где-то разочарование от этого. По вот этим картам мне так идет, как будто вы, женщина, выбрала себя, ушла из этих отношений. У кого-то это элементарно, может быть, мечтали построить отношения. Ну, третьи лица слишком явственно тут как каким-то боком прослеживаются. И тут дальше ваша характеристика. По принцессе женщина на самом деле, ну, достойна во всех смыслах. Да? Это сродни карты императрица, это наличие самых наилучших характеристик, которые присущи 4 королевам. То есть все у вас тут в порядке. Ну, я думаю, вы не сомневаетесь. Но просто у кого-то после вот таких вот треугольников, после отношений непонятных, мутных, все равно происходит, хотим мы этого или нет, происходит сравнивание с какой-то еще женщиной. К сожалению, где-то хотим мы, не хотим, идет обесценивание. Поэтому тут делаю акцент на том, что принцесса всем хороша. На самом деле, всем хороша. И тут такое, как будто бы вы вектор развития себе сами выбираете, эволюция. Видите, тут женщина, ну, изображена, женское лицо изображено, и тут как цветы расцветают, и тут цветок распускается. Это смысл в чем? В глубинном смысле, да, эволюция во всем. То есть не останавливайтесь в развитии. Может быть, новые планы, обучение чему-либо, повышение там квалификации, интересуетесь многим, во внешности, по крайней мере, планируете улучшение. Кто-то там задумался, поход к косметологу, кто-то элементарно там маникюр, педикюр, изменение стиля, прическа. Ну, тут как будто бы девочка в какой-то мере расцветает, как глоток воздуха. Ну, новый какой-то этап. Даже если он пока сейчас не начался, то, по крайней мере, уже есть силы это планировать, и вам бы хотелось этого. Да, вот как-то так мне идет. И опять повторюсь, если у кого-то тут какая-то есть мечта по звезде, я не могу, да, вот это умолчать об этом, то какой-то этап уже тут пройден, где усталость, где какое-то даже было ощущение того, что мечта таки остается мечтой, а сейчас как будто бы заново, вот как какой-то новый цикл, и вы говорите, я смогу это. И вы понимаете, как бы тяжело не было, но ты повышаешь планочку, и хочешь, не хочешь, ты к ней подтягиваешься, и ты идешь, и те планы, которые тебе казались какими-то нереальными и какими-то недостижимыми, в процессе все в ваших руках, все вы можете достичь. Всего вы можете достичь. Вот так вот как-то мне идет. Так. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Давайте быстренько посмотрим, чем же вы притягиваете мужчин. Хочу, могу, делаю. Чем вы притягиваете мужчин? Ой, девочки, а что-то мне сразу я начала переворачивать. Я не знаю. Давайте 6 раз. 6. Так. Вампир, это вы? Ух ты, луна. Это какие-то вас окружают люди по вампиру. Ух ты. Близкие. Неожиданно. Друзья. Родные.
Вот смотрите, сразу уточнила, чем вы притягиваете мужчин, да. И мне вышла карта звезда, понятно, это ну, где-то в хорошем смысле такая грандиозность ваша, то есть не пустышка, с вами интересно, с вами всегда есть о чем поговорить, даже какой-то опыт перенять ваш, там, ваши суждения о чем-либо. Может быть, даже по звезде, девочки, это ваша непохожесть на других, и в этом ваша уникальность, да, ну, логично, но тут как будто бы притягиваете. И внешне, тут в первую очередь, конечно, внешне для мужчин, я думаю, тут красивая, ухоженная женщина. Но рядом сочетание вампиры, я спросила, о чем это? Вампиры, ну, потребители, люди, которые больше берут, чем дают. И я сразу спросила для чистоты эксперимента, это вы вампир? Тут карта Луна. А следующая карта лед. То есть нет. Но первое, кстати, впечатление о вас может быть тоже у кого-то, знаете, в хорошем смысле, да, Луна, это как загадочность, манкость, это мистика какая-то, это как непрочитанная книга. Как вас могут считывать, опять-таки, сочетание вот этой вот звезды и вампира, если Луна, я так буду это считывать, без негатива, кстати. Я буду это считывать как женщина самодостаточная, женщина как будто, которая знает, чего хочет, и не собирается ни с кем там жертвить, идти к кому-то, как вам сказать, не то, что там подчиняться кому-то, а тут как будто бы, ну, знаете, если бы тут следующие карты были чуть-чуть там другие, иного склада, я бы сказала, да, вас даже видят такой потребительницей, которая может идти по головам, да, ради своих каких-то желаний использовать людей, хотя нет, тут вот карта Луна и дальше лед, охлаждение по поводу вампира. То есть, ну, не видят вас таким потребителем, но вас видят очень привлекательная, загадочная, я говорю, как самодостаточная женщина, женщина, которая не нуждается в ком-либо. Это замечательно. Но это сразу вас такой видят. То есть, а дальше, девочки, вполне возможно, вы, может, даже где-то и жертвите. Почему я так говорю? То есть люди при дальнейшем знакомстве с вами, которые с вами сближаются, пытаются выстраивать какие-то отношения. Для кого-то вы таки остаетесь такой манкой, непонятной, непрочитанной. А тех людей, которые вы прям подпускаете себе близко к сердцу, тут я сразу спросила, тут и в вашем окружении есть эти же вампиры. И я спросила, кто? Карта дерева. Это как родные люди. Тут я спросила, это прямо, ну, как будто вот ваши родственники. И тут карта подарочек, да, такой. Подарочек. То есть есть какие-то люди, которые в определенные моменты, ну да, могут как будто вас использовать, пытаться взять от вас больше ресурса. Но дальше я спросила, это ваши подруги, ну там, или же это ваши родные прям по крови? По крови это карта сердца, то есть по крови больше проиграет за девочки, что вас любят искренне, да, и нормально к вам относятся. Какой-то вопрос к вашим друзьям, подругам, черная кошка. То есть есть люди, которые, ну, вампиры, допустим, появляются тогда, когда им только выгодно. Когда вы в них нуждаетесь, они могут, так называемые подруги, просто растворяться в воздухе, да, как минимум своими делами заниматься. Вот тут такое. И когда им нужно, то достанут вас из-под земли, да, и пофиг там, в каком вы будете состоянии, и сможете ли вам что-то дать на тот момент. Как будто бы априори могут, ну, как бы желать от вас больше потреблять, чем давать. Ну, вот так вот мне так подсветили. Почему-то мне об этом говорят. Я должна была это узнать. Это, ну давайте по поводу, может, мужчин. Это мужчины могут быть вампиры. Ну, скорее всего, мужчины какого, смотрите, если можно сказать, рода. Карта воровство. Это, как правило, у меня проигрываются мужчины, которые не свободны, то есть женаты или недоразведены, или имеют какую-то уже женщину, там, знаете, запасные аэродромы, при этом воровство. И в отношении вас хотят взять, то что не хотят, да, каждый по-своему, ну, примерно вы понимаете. Но при этом вкладываться материально не спешат, это мягко говоря. Воровство — это же когда человек приходит, в наглую берет все, и в ответ нифига не дает, только неприятности. Вот мужчины вот такого рода у вас, кстати, могут появляться.
Почему-то мне так. Вообще мы смотрим другое, но сразу вышли вампиры, я должна была уточнить. Вот вы притягиваете, скорее всего, вот этой красотой, где-то своей самодостаточностью. Это звезда, это ресурсность еще, девочки. Вас считывают такое, вот, как, может быть, даже если то, что вы загадочно, если вас там вы чувствуете и говорите, да какие мне ресурсы, я себя там буквально по кусочкам собрала, энергетически наполнила после долгих каких-то там лет, может быть, непонятных взаимоотношений. Вот, так вот я вам говорю, вы только все наполнили, и тут на вас начинают заглядываться вот такие вампиры, которые хотят вновь от вас кусочек урвать чего-либо, энергии, времени, красоты, молодости. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, привлекаете еще, смотрите, вот эта карта говорит о том, что женщина, которая несет добро, свет, заботливая очень, у кого-то материнский инстинкт развит, видит вас мамочкой такой, может быть, иногда у людей желание даже, но больше мы смотрим, чем притягиваете мужчин, у вас видят вот эту женственность, мягкость, желание заботиться. С одной стороны, вот если бы рядом были другие карты, я бы сказала, что видят вас холодной, надменной. Я уже там озвучила по поводу непрочитанной книги. Но тут в то же время и при ближайшем знакомстве они понимают на самом деле, что архетип мамочки вот такое есть. И, в принципе, может быть, род деятельности даже такой у вас какой-то, где вы проявляете эти свои качества, и желание, опять-таки, прийти на помощь. Вот так вот вас считывают. То есть, так вот доброта ваша, все равно ее никуда не скроешь, и как бы вы там не камуфлировались, и как бы вы не старались, может быть, не показывать то, что вы там как-то, может быть, избирательно стараетесь помогать кому-то, все равно это считывается, ваше, то, чем вы обладаете, оно считывается. Так, притягиваете. Вот эта карта яркая, муза, харизматичная. Женщина, которая умеет где-то удерживать внимание на себе, вот это акцентировать на своих каких-то достоинствах, во внешности. Опять-таки, не обязательно вы там следите за всеми новинками моды, но какую-то вот привлекательность, яркость, опять-таки, вот какая-то не какая-то, а реально у вас тут харизма, энергетически наполненная, так вас воспринимают. Так, талантливые еще тоже, опять-таки, по этой карте у меня проходят девочки. Так, гармония и свобода. При этом вот эта вот карта, она сама по себе, скажем так, она очень часто у меня, я могу ее характеризовать, это видение женщины, вернее, мужчины вас видят, вот, допустим, какие-то серые птички, да, и тут прилетела вместо их обитания, этих серых птичек, вот такая какая-то яркая райская птица. То есть уже вызов, уже как будто бы, да, невозможно глаз отвести. Дело не в том, что там красиво, некрасиво, это понятие такое условное, у каждого свои там стандарты, каноны. А тут необычность какая-то ваша. Вот где-то, повторюсь, умение себя преподнести даже. И наполненность энергетически. Но при этом вот эта карта гармония говорит о том, что это все не на показ, это действительно вы такая. Допустим, вы с детства такой были, или вы себя такой ощущаете. И в первую очередь вы для себя такая. То есть вот эта карта говорит о том, что действительно самодостаточная женщина, и вы не хотите никого там провоцировать, цеплять, там какую-то, может быть, сексуальную одежду одевать для того, чтобы привлечь мужчин. То есть, если вы так и выглядите как-то, привлекательно, сексуально, то это истина ваша. И в первую очередь, повторюсь, для себя. Вы гармоничны в этом. То есть, не считывается от вас какой-то там пошлости, вульгарности, провокаций каких-либо, там, знаете, как иногда смотришь на женщину, и в голове, вот я сама женщина, я очень люблю женщин, внешне я их люблю, но иногда смотришь и думаешь, точно, вот так смотришь на нее, кричит все, возьмите меня, да, ладно, это может у меня уже возрастное, наверное, ладно, извините, отступление. Так вот, у вас такого нет.
опять-таки свободолюбивая по этой карте до свободы. Где-то, может быть, даже привлекаете мужчин тем, что имеете свое видение мира, может быть, делитесь этим своим видением взаимоотношений мужчины и женщины, своя какая-то философия, опять-таки свой взгляд на все то, что происходит вокруг вас. При этом вас очень тяжело, извините, как запихнуть в какие-то там каноны, стандарты. Вот выделяетесь очень многим. И тут плюс еще по звезде, я же повторюсь, интеллект. Это не просто там какие-то ваши суждения, так ляпнула, и пусть будет, да, я такая непосредственная, да, а тут нет, тут, ну, если с вами начинать дискутировать, то вы тут такую базу подведете. И основа этого всего это то, что каждый имеет право выражать свое мнение, свобода суждений. Может быть, свобода проявлений. В общем, все из этой серии, девочки. Как будто бы при том, что вы очень яркая птица, а тут-то тоже птица, но эту птицу вообще нереально как будто удержать где-то в неволе. Вот так вот. Мне сегодня вот такой расклад пришел, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.